Всем привет, это Анатомия водного пола. И сегодня мы с вами рассмотрим растяжку ватерполиста. Растяжка для ватерполиста очень важна. Она позволяет нам добавить в плавание, сделать наш грибок длиннее. Также помогает нам увеличить амплитуду броска, сделать его мощнее. Также помогает нам сделать наш тазобедренный сустав более мобильным, что впоследствии увеличит амплитуду движения ног, нажим становится мощнее, и также это хорошая профилактика травм. Сейчас я вам покажу самые основные упражнения на растяжку, то есть мы сделаем комплекс на все тело. Это можно выполнять после тренировок, вот если у вас их две, то лучше после второй, ну либо в конце дня, либо перед тренировкой в качестве разминки, просто в более маленьком количестве. Но для такой большой растяжки, которую я вам сейчас покажу, лучше выделять отдельный день. Как выполнять ее в качестве разминки или заминки, для этого я сниму отдельное видео, а сейчас я вам покажу большой комплекс упражнений на все группы мышц. Самое главное, выполняйте эти упражнения безопасно, не через сильную боль. Боль должна у вас быть легкая, приятная от натяжения. Самое главное, чувствуйте свое тело, тогда все у вас будет хорошо. Для выполнения нам понадобится всего лишь один простой коврик. Выполнять все это дело лучше босиком, так нам будет удобней, чем в кроссовках. Ну и приступим к первому упражнению. Начинаем, садимся. И первое, начинаем с шеи. Сели, берем за затылок, тянемся чуть вперед, дышим. И не забываем, что растяжка — это в первую очередь про расслабление и про дыхание. Потянули вперед, потянули в правую сторону, потянули в левую сторону. Я вам буду показывать их достаточно быстро. Выполнять их следует по 30 секунд, не меньше, какие-то по 1,5 минуты. Это в зависимости от того, сколько у вас времени, как сильно вы хотите потянуть. Шею мы потянули. Теперь переходим к грудному отделу. Сейчас будем растягивать с вами большую грудную мышцу. Как это делается? Ложимся, руку чуть вытягиваем вперед и ложимся на бок. И вы почувствуете, как у вас тянется грудная мышца. Для ватерполиста это очень важно, потому что если она будет сильно забита, перенапряжена, это будет способствовать травме плеча. А нам травмы не нужны. Также сделали правую, сделали левую. Грудную мы потянули. Следующим будем тянуть нашу с вами среднюю дельту. Как ее тянуть? Становимся на четвереньки, чтобы найти положение. Берем нашу правую руку, кладем ее здесь перпендикулярно корпусу и ложимся, получается, на нее. Здесь вы сразу почувствуете, как она у вас тянется. Потянули правую руку. Также положили, потянули левую руку. Дальше растянем наш бицепс и немного предплечья, но в основном здесь у вас будет тянуться бицепс. Кладем руку снизу сюда, чуть-чуть под углом, где-то градусов 15, вытягиваем ее вперед, даже пальцем можно чуть на себя натянуть, и поворачиваем. Я уже вот чуть-чуть повернул, и я уже чувствую, как у меня растягивается бицепс. Потянули его, потянули другой. После того, как вытянули бицепс, растянем трицепс. Исходное положение. Начинаем с четверенек. Ставим на локти. Локоть выводим вперед. И ставим локоть и тянем на себя. Потянули правую. Тянем левую. Пока тянули трицепс. Здесь у нас отдохнул. Теперь еще раз тянем предплечье. Ставим ладошки на себя. Тут смотрите, как вам растяжка позволяет. У многих уже здесь тянется. Я, допустим, могу отклониться назад. И тянем на себя. Так мы растягиваем с вами наши предплечья. Можно еще подальше, если растяжка позволяет. Все, потянули предплечья. Дальше переходим к нашей широчайшей. Как ее тянуть? Также ставим локоть как при трицепсе, только держать его мы не будем. Отклоняемся в сторону и должны мы с вами почувствовать, как у нас здесь вся сторона растягивается. Потянули также правую, потянули левую. Опять же, повторюсь по времени, ну не менее 15 секунд, а лучше секунд 30 в каждую сторону тянуть. При выполнении все время дышим, расслабляемся. Это я вам сейчас показываю просто быстро, чтобы не тратить ваше время. И после того, как мы потянули правую сторону и левую сторону, также ставим один локоть сюда, один сюда и вытягиваемся вниз. Руки соединяем здесь. Потянули. Можно чуть направо, чуть налево.
И можно даже положить. Чувствуете, как вы тянетесь. У меня сейчас полностью все широчайшие, что правое, что левое вытягивается. И последнее упражнение, которое у нас будет на верхний плечевой пояс. Его уже следует выполнять, как я вам сейчас его показываю в конце, потому что надо быть разогретым. Это также мы ставим руки сзади и чуть-чуть уползаем вперед. И у нас руки стоят сзади. Это уже для более-менее подготовленных людей. И потихонечку ползем, растягивая наши плечи. Тут надо аккуратней. И все, и спокойненько поднялись. Руки через стороны. Все, мы потянули полностью верхний плечевой пояс. Теперь как переход между верхом и низом растянем наш корпус. Сейчас будем тянуть нашу прямую мышцу живота, то есть наш пресс. Становимся на четвереньки, уходим чуть вперед. Полностью прогибаемся. Смотрим вверх. Вы должны чувствовать, как у вас тянется пресс. Можно чуть вправо, чуть влево. Ноги у меня лежат, ноги у меня так не стоят. Вот. Потянулись. И теперь идем назад. Таз у нас между пяток. Вниз и тянемся вперед. Опять потянулись. Опять вышли вперед. И обратно. Сделали так столько раз, сколько вам угодно, 3-4. Чувствуйте себя, растяжка — это главное, само себя чувствовать. Дальше. Мы потянули здесь, мы потянули спину. Теперь наши бока. Здесь садимся на ягодицы. Ноги ставим, как вам комфортно. Сейчас это вообще не важно. Главное, чтобы было удобно. Эта рука у нас будет для опоры. Правую руку поднимаем и тянемся в бок. Наша задача, чтобы у нас здесь все тянулось. Вот я сейчас уже лег. Я чувствую, как у меня все тянется. Растягиваю бок. Потянул. Также 30 секунд. Минутку. Смотря сколько у вас на это время есть. Потянул. Встал. Потянул другой бок. Все, сделали так несколько раз. Все, мы с вами уже вытянули верхний плечевой пояс, растянули пресс, поясницу растянули. Правый бок, левый бок. Теперь приступаем к ногам. Первое. Садимся. Да, здесь сейчас сразу скажу, я сам все упражнения полностью правильно, идеально выполнить не могу. Вот, если вам нужно это смотреть в идеальном исполнении, это, пожалуйста, там куча каналов йогов, стрейчинга, акробатов, кого угодно. Моя задача сейчас вам просто дать правильное направление и базово объяснить технику. Ну, имейте в виду, всегда должна быть спина ровная, и все выполняем на дыхании. Сели, ногу поставили колено сюда, понимаю, и тянемся просто вперед на выдохе. Раз, два, три, 4. Потянули правую, потянули левую. Можно сделать это в несколько кругов, можно в один. Все, после того, как мы потянули, с этого же положения остаемся, убираем ногу. То есть мы растянули сейчас заднюю поверхность бедра, бицепс бедра. Сейчас будем растягивать переднюю поверхность бедра. Если вы еще не совсем размялись, прогрелись, чуть посидели на ней, на ноге. И сейчас ваша задача лечь. Тут смотрите. Кто-то может так сидеть, уже тянется, но надо стараться прийти к тому, чтобы вы могли лечь. Вот, берем и ложимся. Если у вас нога поднимается, растяжка позволяет, можно вторую ногу положить сюда. И лежим спокойно, растягиваем наш квадрицепс. Все, потянули, поднялись, поменяли на вторую ногу. Посидели чуть, почувствовали. Еще имейте в виду, тело человека асимметрично. Тем более тело у терполиста еще более асимметричное, из-за того, что у нас одна сторона рабочая. И в каждой группе мышц, которую мы будем выполнять, у вас будет одна сторона, так скажем, более деревянная, другая более гибкая. Поэтому вам настоятельно рекомендую на сторону, которая у вас более деревянная, выполнять 2 упражнения, на более гибкую одно, чтобы этот дисбаланс вам устранять. Опять ложимся. Если надо, помогли второй ногой. Полежали. Встали. Далее переходим. Разогреть наш тазобедренный сустав. Это упражнение самое простое. Сели, уперлись, ноги подтянули к себе и складываем колено к стопе. Задача стараться не отрывать ягодицы. Вот. И делаем. Это можно сделать там по 10 раз на каждую ногу, допустим. Вот раз, там 2, 3, 4, 5. Ну и так вот 20. Допустим, мы сделали. Ноги встряхнули, одну ногу оставили, вторую берем сюда и также. Раз, поставили, 2, 3,
4. Так, чуть поторопился, смотрите. Берем ногу и разворачиваем ее. И наша задача, видите, как на брас. Она сюда уходит. Раз. И сели. Вот идеально правильно вам показать. Гибкость не позволяет. Но в целом, я думаю, вам понятно. Раз, положили сюда ее. Оп. Ну, видите, у меня уже забедренный недостаточно растянут. И так на каждую ногу. Вот эти два упражнения, которые сейчас показал. Забегу вперед чуть. Это надо включать в разминку. Но об этом потом. Дальше выполняем, растягиваем нашу грушевидную. Каким образом? Одну ногу кладем сюда, то есть как крест-накрест. Вот. Сгибаем ее и тянем к себе. Мы должны чувствовать, как у нас здесь тянется. Легли, потянули. Особенно помогает людям, у кого с поясницей проблемы. Потянули одну, также поменяли, потянули другую. Дальше переходим к этому упражнению. Продолжаем растягивать наш тазобедренный. Ставим ногу вперед. Руки кладем сюда. Вот видите, у меня колено и стопа здесь, здесь. Тут уже зависит от вашей гибкости. Кто-то может так стоять, можно ногу выпрямить. Вот я стою. Конечно, там идеально бы с прямой спиной сюда делать, но у меня это вряд ли получится. Поэтому кому-то, может, на кулаках надо стоять, кто-то может на пальчиках. Вот мне на ладошку получается. Вообще многие, точнее не многие, я видел, кладут локти, а я это не могу сделать. Поэтому так постояли, потянулись. Потом можно положить ногу на колено, еще чуть вперед потянулись. Потом встали, поменяли ноги. Можно просто поменять, можно как это йоги делают. Встать, поднялся, поставил ногу, потом вернул сюда, постоял. Также встал, потянулся. Да, даже если у вас не получается там делать вот это, как у меня, с идеально прямой спиной, как они это делают. В любом случае, все, что надо, у вас тянется, и задачу вы свою выполняете. Понятное дело, если делать все правильно, это будет эффективней. Но если все выполнять, как они говорят, то у меня на растяжку палкой не загонишь, потому что там невозможно ничего сделать. Поэтому главное делаем. Все, после этого развернулись, встали и начинаем перекаты на одну ногу, на другую. Делаем вот раз. Это тоже очень важное упражнение для ватерполиста. И пошли. То есть 10 на одну, 10 на другую. Сделали. Раз на одну ногу. 2. 3. 4. Поделали. Потом в следующем можно соединить наши эти два упражнения таким образом. То есть сделали, перекатили, сделали. Раз. 2. Перекатились. 3. 4. И сразу опять. Раз. 2. 3. 4. Если ноги устали, можно встать и стряхнуть. Все, мы это сделали. Следующее. Это тоже позиция важная для ватерполиста, потому что это наша работа ног здесь, как они разворачиваются. Но я это называю как буква П, садишься, то есть ноги пошире плеч поставил. Задача сесть вниз, как можно ниже. Если растяжка позволяет, можете еще раздвигать ваши колени локтями. Вот. Сели, посидели, также на одну ногу попружинили, на другую ногу попружинили. И следующим этапом это наше будет последнее упражнение, наш тазобедренный. Это как продолжение этой буквы П. Вот, садимся на одну ногу, сели, встали вперед, потянулись, вернулись обратно, перекатились на другую ногу, потянулись, опять сели. Здесь у вас тянется все. Положили сюда. Можно даже убрать ногу. Сесть вниз. Потянулись. Опять переложили. Сели. И потянулись. И последним, после того, как вы выполнили все эти упражнения, у вас может скопиться, так сказать, напряжение в пояснице. Вот, можете просто лечь спокойненько, обнять ноги, потянуть все и покататься на спине.
Легли, покатались. Спина у нас расслабится. Вот. И как там сейчас модно это? Шавасана, да? Йоги делают, лег и расслабился. Выполняйте эту растяжку на все тело хотя бы 1-2 раза в неделю, и вы будете себя чувствовать прекрасно. Ну, на этом с вами я прощаюсь. Всем до встречи.